black and white. Всем привет из ателье Loud Sound. Сегодня у нас автомобиль из Краснодара. И два обзора назад у нас был точно такой же автомобиль. Вернее, до рестайлинговая его версия. Это Kia Cerato. И, как я уже сказал, автомобиль приехал к нам из Краснодара. В прошлом видео мы затроллили московские студии. В этом видео будем троллить краснодарские студии. Костик, почему к нам едут люди? Стас, там чем-то вообще занимаетесь или нет? Очень интересно у нас получилась компоновка аудиосистемы. У нас практически все железки стоят российские. Вот только задумайтесь, из каких городов производители: Ростов, Казань, Москва, Самара. И если не считать китайское головное устройство и сам автомобиль корейский, у нас получается такая патриотическая, чисто российская аудиосистема. Здесь есть практически все компоненты, которые вы любите. И Урал, и Dynamic State, и Альфард, и Pride, все. Ну, начнем с чего? С-под капота. Давайте с внешнего вида начнем. Очень приятно выглядит автомобиль. Очень классный и дизайн, и, на первый взгляд, сборка. Я не знаю, не берусь судить. Это автообзорщики, наверное, лучше скажут. Но автомобиль очень приятный и снаружи, и изнутри. Достаточно агрессивный внешний вид, но вместе с тем стоковый. У нас стоят стоковые диски, и никаких цветов, кроме белого, черного и хрома, на автомобиле мы не видим. Очень красивый автомобиль на самом деле. Хоть и это ценовой сегмент бюджетный, так скажем, выглядит машина достаточно солидно. Крышу владелец Дмитрий уже закатал сам, и это очень положительно повлияло на внешний вид. Сними Диму, кстати, он у нас сегодня в гостях, потому что машину он принимает. Дима, ты будешь говорить, почему ты в Краснодаре никому не поехал? Хотя все равно не слышно, а он сказал, потому что не знал, что там есть такие крутые мастера. Как кто, мы молчим. Я не буду больше шутить, это старая шутка. Все знают прекрасно, что это 16 вольт. W16? Да, есть, конечно, эксперты, которые пишут, что V это valve, типа клапаны, но мы знаем, что это не так. Донской? Да, это Донской 16-вольтовый двигатель. Не надо писать, что это клапана, вы ничего не понимаете в автомобиле. Так, мы видим турбину мощную, интеркулер. Опять Кикс, Тигран. Это новый, смотри, они обновили. Кигранка, я говорю Кигран, слышал? Тигран. Это обновленный Кикс. Рестайлинговый? Да, рестайлинговый. Не горит, да? Ну, Кикс, смотрите. Слышишь, а ты знаешь, что опять тебя затроллят? Троллят, да, то, что в ручку закручиваем саморезами. Да. Ты считаешь, это нормально? Напишите в комментариях, кто троллит Тиграна за то, что он то в фильтры вкручивает, то в крышки, какие-то ручки рядом, в стоковые запчасти автомобиля. Я не знаю, мне вот похеру на самом деле. У меня он вообще просто мог бы валяться здесь и все. У меня его просто, да, и нет. Я их и не ставил особо никогда. Ну что тут такого, аккумулятор тут какой-то за 2000 стоит. Ну продырявили тут дырку в ручке. Я ничего криминального не вижу на самом деле. Если владельца это устраивает, мне вот так кажется, то это нормально. Тебе нормально? Да, вообще нормально. Ну, главное, что... Не, ну делают как нужно вообще владельцу. Я приезжал к Тиграну, мне вообще ничего туда не ставил. Просто взял провода отсюда, протянул, продырявил дырки мне в моторном щите. Это благо у меня человек покупал BMW, он мой BMW знал. Как бы я ее продал с этими дырками, вот если бы просто. Просто для людей это, знаешь, они подходят, такие, блядь, дырки в BMW. Это миф. Ладно, поехали дальше. Что мы сказали, да, что 16 вольт, турбина, все стоит. Так, в двери у нас расположились динамики все ростовские. У нас чисто ростовские динамики. Это у нас Т-34 твиттеры, наши излюбленные. Отличная альтернатива BNC D35. Они стоят в 3 раза дешевле, играют не намного хуже. Одни из самых лучших твиттеров сейчас на рынке в этом ценовом сегменте. MX60 стоят, девбонсы, тоже полюбившиеся уже на рынке автозвука, отлично продающийся. И Dynamic State, название не помню. Уважаемый Андрей, владелец Dynamic State бренда, вот зачем эти названия длинные? CM20.4 Custom Series. Ну, в принципе, не такие уж и длинные, да? CM20, серия C Midbass, 20-сантиметровый, 4, видимо, омный. Вот, если кому надо состав системы, здесь он полностью написан. Если вы не разбираетесь или не успеваете, поставьте на паузу, такой вам лайфхак. Так, вы сняли с паузы, мы продолжаем. Отлично сыгрались динамики, и удивили даже не они, удивило головное устройство. Здесь оно у нас стоит китайское с Алиэкспресса, которое называется как-то, да? Как, вообще неизвестно, как оно называется. Это просто китайское головное устройство. Первое впечатление было у меня о нем
Не очень, потому что вот вы видите почему. Видите вот эти кнопки? Они здесь заходят вот за эту рамку немножечко. Однако, оно прям для Kia, да? Или тут выбирается логотип изначально? По идее выбираю. А? То есть оно для любого автомобиля, да? 20 тысяч оно стоит. Телка голая, вот не знаю, была или Дима уже поставил. Оно не голая. Это такие обои были предустановлены, да? Серьезно? А китайцы знают, что продавать. Смотри, китаянка или нет. А ну проверьте, Гран. Разбираешься в нерусских? Ну все, нас сейчас это забанят за порнуху. Не очень цветопередача, средняя, так скажу. Но работает магнитола очень живо и очень хорошая эргономика. Например, громкость мы можем менять здесь. Вот этими тач-кнопками можем менять на руле. И можем вот здесь всегда из трея верхнего вызвать вот этот ползунок и поменять ее здесь. Также у нас здесь есть абсолютно все, что можно придумать. Возможность подключения модема, цифрового телевидения, Bluetooth, радио, видео, все что угодно. Ну, по сути, это планшет на андроиде, просто заточенный для установки в автомобиль. С RCA-выходами, с неплохим эквалайзером, но остальные настройки не то что поганые, они отсутствуют. Нету здесь кроссовера, я его не нашел. Однако, так как это устройство на андроиде, можно установить сюда другой плеер с любыми мыслимыми, немыслимыми настройками, и это очень круто. Навигация, соответственно, здесь с этим проблем нет. Работает все безумно живо, безумно красиво, очень быстро. Очень положительные эмоции вызвала башка. С Алиэкспресса видел я уже головы, они вызывали ужасное отвращение. Помнишь, у нас машина была, там даже не видно было, что нарисовано. Ну да, блеклая. затемненный какой-то экран был. Вот, из косяков, которые сразу увидел я, это то, что очень сильно бликует для пассажира. Пассажиру будет очень погано. Вот, пассажиру будет отсвечивать. Не знаю, передает ли камера, но... Посмотри, какая она четкая, Тигран. А у тебя такая же? Нет? У тебя стрёмная, да, какая-то, да, корейская? Это на русская нормальная. Это же в России собирают? У меня тоже в России собирают. Да? Смотри, какие светодиоды. Напишите, если кто-то знает, как они сделали. Нет, смотри, на камеру видно, вот они. Видишь? А, да. Ой, представляешь? Это матовая. Глазами не видно, а на камеру, смотри, видно. Вот они, лампочки. Все, мы раскусили. А главное, так не видно глазами. Да, очень красивое освещение. Выжигает, наверное, глазам тем, кто сзади матерятся, наверное, думают, нахуй ты купил такую машину. Я так иногда матерился на немцев. Там бывает, едет, тебе прям, знаешь, такой прожектор, просто габариты светят в глаза, ты не можешь на него смотреть. И он еще стоп нажимает, и пи***ц, как дальним. Ладно, Тигран, надо открывать, но кнопки у нас здесь нету, да, тоже? А теперь есть? В багажнике у нас тульский токарев. Я не шучу. Что еще делать в Туле, да? Купить тульский токарев, поесть тульские пряники, это драть тульских путан. Почему тульский токарев? Я вначале решил затроллить компанию Урал, а потом вспомнил Афганистан, боеголовку и прочие умные названия, которые они клеют на сабвуферы. Это, не, на самом деле круто. Ну нахуй пистолет было рисовать, я не знаю. ТТ прикольное название, да? А пистолет это сомнительный очень такой маркетинг, ну да ладно. Главное, Loud Sound красный у нас здесь есть, и он совпадает со строчкой красной и с красным ТТ. Итак, как я вам обещал, начинаем Россию, это у нас Москва. Дальше у нас идет Казань, Pride Quattro, отличнейший четырехканальник АБ-класс. Ну, это у нас новая версия, плюс, которая чуть дороже стоит. Стоит он 8900. У нас работает на мидбасы, Dynamic State и среднечастотники Alphard. Далее мы видим усилитель Aria, который работает у нас на твиттеры. И аватар моноблок, который у нас раскачивает сабвуфер. Из слабых мест аудиосистемы это заводской аккумулятор. Немножко моргает свет у нас, когда играет басуха, и есть просадки. В принципе, можно порекомендовать к замене аккумуляторов в будущем. У нас не такая аудиосистема, чтобы выворачивать кишки. Конечно, сабвуферное звено здесь нужно не для этого, больше для подзвучки. У нас получилась такая умеренная громкость и отличное качество. Для замены штатки самое то. Очень часто просят озвучивать бюджет инсталляции. В этот раз вам повезло. У нас бюджет инсталляции 140 тысяч под ключ. Из них 40 тысяч
аппаратура в аудиосистему, 20 тысяч головного устройства, 60 получается, и 80 стоила работа. Часто пишут, почему так дорого за работу. Люди думают, что работа в этом автомобиле это протянул там провода и подключил их к плюсу к минусу. Туда входят обычно шумовиброизоляционные материалы, проводка, накладные подиумы, те же перетяжка, короб под сабвуфер опять же. Так у нас получилась очень неплохая аудиосистема с бюджетом полный под ключ 140 тысяч, и Дима доволен? Дима очень доволен, у него такое, я периферическим зрением, когда музыку только настраивал, увидел такую детскую улыбку на лице, понравилось, видимо, звучание. Музыка действительно получилась достойная, очень меня удивило вот это головное устройство. Надо посмотреть, то ли звезды так сошлись, то ли действительно китайцы что-то перепутали, поставили туда довольно неплохую начинку, хороший ЦАП, звук такой, я удивился, с китайской башки, чтобы был такой звук, а вот отсутствие настроек очень сильно расстроило. Все эти компоненты вы можете заказать в нашем магазине loudsound.ru. По вопросам установки тоже часто спрашивают, пишут в комментариях, а как, а где. Опять вот Тигран Loud Sound, или нет, вот здесь, да? Тигран Loud Sound, Инстаграм. Туда заходите в директ, пишите ему по вопросам установки. Начинайте всегда с установки, а потом под компоновку аудиосистемы подбирайте сами компоненты. Уже пишите мне ВКонтакте, вот он адрес тоже, подберем вам всю аудиосистему. Все это был канал Loud Sound, не включили музыку, да, все такие сейчас. Да, я с вами прощаюсь, а вы слушайте музычку. Всем покажите громко. Может вот это? Давай, давно ее не слышали. Дим, тебе понравилось, я надеюсь, да? Да, мне очень понравилось. Я не жалею, что я потратил время, приехал из Краснодара в Ростов. Всем советую. Все приезжайте в Loud Sound. Спасибо. Для нас такие отзывы очень важны. А тебе что, нравится, Тигран? Супер вообще, я очень доволен, реально. Очень бюджетная трехполоска получилась и играет очень достойно. Вот сколько мы не устанавливали бюджетом и за 100 тысяч, и за 150 тысяч, трехполоски именно я имею в виду. И вот эта вот трехполоска за 40 тысяч, она очень круто звучит. Машина бешеная. Бешеная? Нахуй ты такую же майку, как у меня, купил? Пишите, понравилось ли вам. И что, и тренажка сейчас будет выпить. Да, блядь. Тигран хочет еще
показать вам что-то про Гранту. Это все в нее? Это все в нее. Не, я не буду садиться. Ну или стоя. Я похудею, туда буду садиться. Ну куда я сейчас стою, он вываливается. Если я сажусь, это пи***ц. Новый год, да я заболел, потому что. Не, серьезно, я не бухал, ничего, я просто не мог в зал ходить, болел пи***ц. Тигран, скажи своему новому тонировщику, что он не там тонирует. Тигран, а ты какаешь, что ли? В смысле, правда? Не снимай на камеру. Я на камеру не снимаю, нахер надо. Еще я не снимал, как кто-то гадит.